Друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале по заработку криптовалюты. И сегодня мы продолжаем тему тестнетов. И в сегодняшнем ролике мы будем проходить активности по тестнету zk-Sync. Точнее, не по тестнету. Тестнет уже выполнять, в принципе, смысла никакого нет. Мы сегодня будем делать все активности, которые возможны именно уже в сети Mainnet. Перед началом ролика я попрошу подписаться на наш телеграм-канал, так как тут вся актуальная информация выходит по всем аирдропам, тестнетам и всевозможным способам заработка. Также здесь выйдет вся подробная информация со всеми ссылками по данному тестнету. Так что, ребята, не забывайте, подписывайтесь, и мы начинаем. Как вы знаете уже, друзья, наверняка, что недавно Arbitrum раздал свой аирдроп, и он набрал свои инвестиции где-то 123 миллиона долларов. В этом же тестнете у нас инвестиции составляют 458 миллионов долларов, поэтому здесь дроп может быть даже еще лучше. Также здесь очень много топовых инвесторов, которые сюда вложились. И наличие вот этого инвестора, Андерсон Хоровиц, практически гарантированно нам дает понять, что отсюда дроп будет стопроцентный. Так как везде, где находится в инвесторах этот фонд, всегда эти проекты практически насыпают твоим тестерам и юзерам проекта свои монетки. Так, давайте перейдем непосредственно к активности. Что нам для этого нужно? Нам нужно будет на MetaMask в сети эфира иметь несколько, конечно же, монеток. Ну, не целых монеток, какое-то количество эфира. В моем случае это будет 78 долларов. Если же у вас нет эфира на кошельке, рекомендую его пополнять с биржи Bybit. Почему? Потому как здесь в инвесторах у нас в этом проекте непосредственно биржа Bybit участвует. И я думаю, будет не лишним с кошелька биржи именно пополнить наш MetaMask эфиром. И для этого, конечно же, лучше использовать именно биржу Bybit. После того, как вы пополнились эфиром или у вас он уже есть, вам нужно будет перейти на официальный мост этого проекта. Переходим на этот мост. Как сказал я уже, все ссылки будут в телеграм-посте, все по порядочку, структурированно вы можете пройти этот тестнет, так называемый. Здесь после перехода мы жмем Ethereum Wallet, подключаем свой MetaMask. Здесь подтверждаем все транзакции ваши, код на кошелек. Далее проверяем, что это ваш именно кошелек. Все правильно. Здесь жмем Top Up. И у нас здесь несколько способов пополнения. Как видим, здесь есть также биржа Bybit, но нам нужен будет официальный мост zk-Sync. Заходим вот сюда. Далее нам нужно будет пополнить наши эфиры в сеть zk-Sync. У нас комиссия будет составлять 2.39. Обращаю внимание, что когда я делаю этот дроп, тестнет, у нас газ в сети эфира 15 ГВей. Довольно-таки неплохие показатели. Кстати, ссылку на это расширение я также оставлю в посте Телеграма. Можете пользоваться и отслеживать газ во всех сетях, которые вам нужны. При газе 15 это довольно-таки приемлемо. Можно, в принципе, выполнять тестнет. Если газ больше 25, советую подождать, пока он чуть-чуть снизится, и тогда уже начать выполнять, так как комиссии будут намного ниже, чем при значении больше 25. Итак, через официальный мост мы заносим примерно 0.015 эфира, и это в районе 26 долларов. Жмем Top Up и ждем, пока загрузится у нас все. Подписываем все транзакции в MetaMask, все по порядочку, и ждем, пока наши средства придут. Итак, друзья, транзакция на официальном мосту у нас прошла, в принципе. Как видите, денежки на балансе в сети zk-Sync. Также я переправил эфиры через этот же мост, но, к сожалению, на видео это не попало. Хочу сказать, что здесь, в принципе, можно в любой сети отправлять на сеть zk-Sync ваши эфиры, если они у вас есть, и также будут в дропе эти транзакции учитываться. Но нашей главной активностью здесь нужно будет переслать именно с Ethereum Mainnet в сеть ZK Lite. Делается это, конечно же, аналогичным образом. Тут пишется ваша сумма, которую вы хотите переслать. Рекомендую где-то половину от вашего баланса здесь пересылать именно по этому мосту. Далее просто жмем кнопочку Send, жмем Confirm и подписываем транзакции в нашем MetaMask. После того, как проходит транзакция, вы у себя на балансе вот здесь видите наше количество токенов, которые у нас есть. Следующим шагом нашего тестнета нам нужно будет набить транзакции на платформе TradeZigzag. DEX-платформа, на которой делаются трейд-сделки. Далее мы просто подключаем наш кошелек в сети zk-Sync Lite. Коннектим наш MetaMask. Здесь выбираем MetaMask.
Подписываем. Еще раз подписываем. И далее здесь нам просто нужно набивать сделки. Сделки здесь набивают следующим образом. Я буду делать сделки в эфир и USDC, но чем больше пар вы здесь открутите, тем будет лучше. За одну активность в тестнете, которую вы будете проходить, примерно раз в 2 недели, в неделю, я рекомендую вам сделать здесь около 10 сделок. Хотя бы сделать надо это первый раз, но в дальнейшем можно там 1-2 сделки делать в неделю. Итак, приступим. Здесь мы выставляем по маркету. На все 100%, конечно же, не будем покупать. Здесь мы купим процентов на 37, жмем Sell эфир. Ожидаем транзакцию, все подписываем в MetaMask, размещаем свой ордер. Как видите, я по маркету разместил, и он у нас успешно осуществился. Как можем видеть в сделках в Order History, здесь у нас транзакция наша видна. Теперь то же самое делаем на покупку. Обратно наших эфиров. Здесь мы уже сделаем на 100% и просто жмем Buy эфир. Также подписываем все транзакции в MetaMask. Наш ордер размещается. В вкладке Open Orders можно отследить размещение нашего ордера и непосредственное выполнение его. Как видим, ордер успешно исполнен. Я хочу сказать, что здесь иногда могут подвисать сайт, поэтому просто обновляйте страницу, подключайте заново MetaMask, и в принципе все будет ровно. Итак, за первый проход здесь нужно сделать около 10 сделок, а далее уже по вашему желанию. 1-2 сделочки раз в 2 недели, либо же раз в недельку. Итак, перейдем к следующей активности. Следующая активность у нас здесь Mint NFT. Это очень важный пункт этих активностей, поэтому давайте начнем. Здесь на сайте жмем Start Building, опускаемся чуть ниже, вписываем ваш email и жмем Creator. И далее нажимаем Next. Здесь нам нужно будет зарегистрироваться, ввести ваши данные, можете настоящий и пароль. Пароль нужно будет войти с символом, поэтому будьте внимательны, иначе вам не даст создать пароль. Здесь жмем Send Confirm код, и на почту нам должен прийти код подтверждения. Берем наш код и вставляем на сайте. Жмем Verify код. Далее мы попадаем в вот такую менюшку. Здесь мы нажимаем Add Files. Жмем файл. И можно сюда загрузить. Либо же нажать Folder и загрузить папку. Мы загружать будем одним файлом, поэтому жмем файл и на компьютере выбираем удобную для нас картинку. Просто перетаскиваем ее на сайт и жмем Upload. Дальше у нас появляется наша картинка. Здесь мы вот с таким адресом, здесь мы нажимаем скопировать. Копируем и переходим к следующему сайту. Здесь нам нужно убедиться, что в MetaMask стоит сеть Ethereum Mainnet. Все верно. Здесь жмем Ethereum Wallet и коннектим наш MetaMask снова. Здесь выбираем пункт NFT, жмем Mint NFT и внизу в окошечке мы вставляем наш адрес, который скопировали с прошлого сайта. Как видим, комиссия за Mint NFT у нас составляет 58 центов. Жмем Authorize to NFT и подписываем все в MetaMask. Далее жмем Mint NFT и ждем, пока транзакция пройдет. Далее также подписываем все в MetaMask и ожидаем. Как видим, не прошло пару секунд, как наша NFT-шка сминтилась. Далее опускаемся чуть ниже и жмем ОК. Как видим, наша NFT-шка здесь сминтилась. Пока что она не подтверждена, нам нужно дождаться, пока она подтвердится. NFT регистрируется в сети довольно-таки долго, может пройти до 10 часов, поэтому все, что вы увидите дальше в этом видео, можете для начала пропустить и вернуться к этому позже. А пока что сделать другие активности. Итак, друзья, наша NFT подтвердилась и зарегистрировалась в сети, теперь нам нужно ее передать на кошелек и вывести в сеть эфира. Для этого жмем Transfer NFT. И вставляем свой кошелек в это поле адреса. Копируем кошелек и жмем Select NFT. Выбираем наш NFT и жмем Authorize to NFT. Комиссия будет составлять 43 цента. Жмем Send и подписываем все в MetaMask. Жмем еще раз кнопочку Send и ждем, пока наша NFT-шка подтвердится на нашем кошельке. Так, все, трансфер успешно у нас завершен, и далее нам нужно ее передать в сеть эфириума. Жмем ОК, и далее у кого есть лишние денежки, можно ее перегнать в сеть эфира. Жмем Withdraw NFT to L1, и здесь у нас комиссия будет составлять $14. Для этого нам нужно нажать кнопочку Select Another NFT и вывести нашу NFT-шку в сеть эфириума.
Я сейчас это делать не буду, сделаю это немного позже, но вы уже в свою очередь решите, делать вам это или нет. На этом первая часть нашей активности подошла к концу, и мы переходим ко второй части. Итак, друзья, с активностями в сети языка Sync Lite мы покончили, а теперь мы проделаем все наши активности в сети языка Sync Era. Для этого заходим на сайт Chainlist и здесь добавляем нашу сеть нам в MetaMask. Пишем здесь ZK и автоматически здесь добавляем сеть ZK Sync Era Mainnet в наш MetaMask. Жмем Add to MetaMask и подписываем все необходимые транзакции в MetaMask. Далее нам нужно перейти на официальный мозг этого проекта и подключить также наш MetaMask. Жмем далее, подключаемся. Следующим шагом нам, конечно же, нужно отправить наши эфиры в сеть ZK Sync Era. И давайте отправим вот такое, например, количество 0.08. Жмем депозит, меняем сеть. За эту транзакцию мы заплатим $4.43. Подтверждаем и ждем, пока наши средства поступят нам на баланс. Транзакция успешно обработалась, жмем кнопку Back. При нажатии кнопки Withdraw здесь у нас должно быть указано количество нашего эфира. Пока он не подгрузился сюда, поэтому ожидаем, пока наши эфиры придут непосредственно в эту сеть. Можете вот так поиграться вкладочками, и как только они появятся на балансе, здесь у вас отобразится вся ваша сумма. Итак, как можем видеть, в принципе, средства у нас пришли на баланс. И далее следующим шагом нам нужно чуть-чуть отправить обратно. Почему чуть-чуть? Потому что здесь обратно они идут 24 часа. Поэтому мы капелюшечку отправляем обратно, дабы была активность, а остальное мы прогоним в следующем мосту. Для этого пишем здесь 0.001 и жмем Withdraw. Далее опять же все подписываем в MetaMask, меняем сети. Здесь комиссия уже поменьше, в районе $1. И подтверждаем нашу транзакцию. Ждем, пока она завершится. В принципе, можно не ждать, а переходить уже к следующей активности. Далее, друзья, мы также заходим в мост Arbiter Finance, и здесь нам нужно нижнюю сеть выбрать ZK Sync Era. Важно, ребята, чтобы к этому шагу у вас осталось не менее 0.01 эфира, так как мы не сможем потом из этого блокчейна выгнать наш эфир обратно, если у нас будет меньше. По аналогии мы отправляем наши эфиры сюда, чтобы у нас было здесь 0.01 примерно. Давайте отправим примерно 0.005. И нажмем клавишу Send. Здесь подтвердим транзакцию, как обычно в MetaMask. Подтверждаем. Комиссии здесь не маленькие, поэтому на этот тестнет придется немного подрастратиться. И ожидаем, пока наша транзакция успешно пройдет. Итак, транзакция у нас успешна, в принципе, можем вернуться обратно. Так, далее нам нужно выгнать из этой сети обратно в Ethereum Mainnet. Здесь нам нужно оставить какие-то копейки, дабы, когда раздавали airdrop и делали снапшот, перед этим кошелек наш не был пуст. Почему? Потому что, если он будет пустой, у вас вполне вероятно могут выкинуть вообще из списка тех, кому раздадут дроп. Следующим шагом просто жмем на вот эту стрелочку, и нам нужно здесь нажать Max. Жмем Max, и нам, в принципе, дает, смотрите, сколько вывести с учетом комиссии. Здесь мы понижаем на 0.01, точнее здесь пишем 5, так чтобы понизилось, и тем самым мы оставляем немного на кошельке для снапшота. Жмем Send и подписываем все в MetaMask. Ожидаем, пока пройдет транзакция, и двигаемся дальше. Итак, транзакция у нас успешно прошла. Все средства мы выгнали в нашу основную сеть эфириума, в принципе. И давайте посмотрим, сколько у нас осталось на балансе сети ZK Sync Era. Как я и говорил, мы немного оставляем для снапшота, буквально пару долларов, чтобы не пропустить airdrop и нас не выкинули из списка кошельков. Так, на этом, в принципе, платные части этого airdropа, точнее этой активности по ZK Sync Era закончены. Далее будут выходить, конечно же, еще множество проектов, на которых мы будем делать активности, но пока что их нету. Ну а мы перейдем далее к следующей активности, дабы нам успешно получить наш airdrop. Ну а далее, конечно же, самая приятная часть этого тестнета, конечно же, приятная, потому что она бесплатная, это, конечно же, наш любимый Crew 3.
Здесь мы заходим в Crew3, авторизуемся здесь и, конечно же, начинаем выполнять все задания. Тут такие задания, как подписки на Discord, Twitter, различные, я думаю, будут здесь квизы. На квизы ответы я оставлю в посте в Телеграме в комментариях. Так что, в принципе, можете заходить в Crew3 и выполнять все эти квесты бесплатные и ждать новых анонсов от проекта. Далее мы будем рассматривать те следующие активности, которые будут здесь, в принципе, появляться. Я имею в виду не Crew3, а по самому проекту ZK-Sang. Пока что вам нужно только немного активничать в их сетях. Это такие активности, как перегонка через официальный мост ваших средств, также набитие транзакций через мост Arbiter Finance. И не забывайте, конечно же, трейдить вот здесь на бирже. Здесь довольно-таки нужно много сделать ордеров, много провести сделок. Я рекомендую довести это со временем до 100 транзакций и оборотом свыше 500 хотя бы долларов. Также вы сможете претендовать на airdrop с большей вероятностью. Все ваши транзакции, в принципе, можно проверить на сканерах. Сканеры я тоже оставлю в посте в Телеграме. Здесь пользоваться ими довольно-таки легко. Просто берете свой адрес MetaMask, вставляете его и жмете на лупу по поиску. Здесь у нас всего лишь 2 транзакции в сети Era. Здесь у нас 7 транзакций в сети Light. Также, друзья, оставлю ссылку на whitelist, подключение к whitelist от кошелька Argent. Здесь нам просто нужно нажать кнопочку старт и ввести свою почту. Нажать кнопочку Submit и все, на этом у нас здесь все активность заканчивается. Далее новости ждем на почту, в принципе, и новостей от проекта. Ну что, друзья, вот такой вот тестнет ZK-Sang, как его можно назвать. Надеюсь, наш обзор на все эти активности вам понравился и будет вам полезен. Подписывайтесь на наш Telegram, дабы не пропускать все активности по этому проекту и последующим тоже проектам. Также подписывайтесь на наш YouTube канал, так как здесь будут выходить также тестнеты, разные активности и множество заработка без вложений. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч в новых видосах.